Вчера я прилетела в Ниццу и встретила меня в аэропорту Елена Ушакова. Она приезжала ко мне на класс на Альхон, где мы, в общем-то, подмерзали. Потом в Армению. Она живет частично в Провансе, частично в Петербурге. И вот сейчас мы здесь, в удивительном Провансе. Я здесь впервые, благодаря небесам и стараниям Лены. Короленко в Париже. Да ты что? Я к нему уже давно собираюсь. Да что ж такое? Да. Я бывал во Франции и поймал себя на ощущении, что мне здесь очень комфортно. Все по-человечески, уютно, тепло, душевно. Лазурный берег, Ницца, Канны и местечко Терр-Бланш, где меня любезно приютила Лена и ее семья. Сегодня мы писали в деревне Торет. У меня не поворачивается язык назвать это местечко деревней, ну, так здесь принято. Уютный, небольшой городок с узкими улочками, очень красивый, весь в цветах. Мы начали семинар у мэрии на площади, где ресторанчики и очень живописная, красивая атмосфера. Можно оттуда вообще из этого городка, ну, деревни, да, никуда не уезжать и провести здесь всю жизнь. Писать не переписать. Хватит мотивов на все отпущенное нам время. Очень красиво. Мы очень сегодня плодотворно и хорошо поработали. Я рад результатам девушек. По-моему, у нас абсолютное понимание, что нужно делать и как нужно делать. Это видно по работам, что буквально сегодня за один день случается открытие, прорывы, ну, практически у всех. Сегодня мы работали впятером, но к нам еще будут присоединяться, кто-то будет приезжать, кто-то уезжать. Если вы из тех, кто хочет, но что-то мешает или сомневается, приезжайте. Начнем работать хотя бы на один день или на два. Приезжайте, будем работать. Ближайший аэропорт Ницца. Пишите мне на WhatsApp, и я вас включу в группу и дам локации. Помимо нескольких мотивов, над которыми мы сегодня работали, был обед. Тут же в ресторанчике вкуснейшая еда. И я поделал несколько набросков. Я порисовал графитовым карандашом, наброски и акварелью. Вообще, когда вы приезжаете на семинар, помимо масла или укрывистых материалов, которыми вы привыкли работать, привозите с собой акварель. Это очень удобно. Где-то присели, быстро же все, ничего не нужно долго настраивать. Просто пока ждешь официанта, можно что-то нарисовать. Все же аутентично, очень яркие люди, яркие персонажи, горная местность, холмистая, теплота камня, выложенные на земле плитки. Очень уютно. Для художника это рай. Несколько вопросов. SNM1ZY. Скажите, как определить гармонию композиции? Мне кажется, это невозможно сделать, потому что сколько людей, столько понятий о гармонии композиции. Я уже приводил пример, как в Строгановке была девочка такая, девушка Аня, и она красилась так, что просто там глаз не было видно, но все было черное, вообще все, вот, представляете? То есть для нее это было пик гармонии, а для меня нет. Одежда у нее была такая, балахоны такие длинные, какая-то сумка через плечо длинная, вот там где-то волочится. То есть бутсы такие. Ну, вот художники в Строгановке, может быть, сейчас тоже так, пытались как-то выделиться. Но это же для нее было гармонично, то, как она одевалась. Судя по тому, как выглядят ваши друзья, вы же можете определить, что недоумение иногда же вызывает, как человек одет. Но ведь правда, мы же можем даже шутить, где-то подкалывать. Но для него это гармония. Главный принцип, как я понимаю, гармонии – это не одинаковость, о которой я все время говорю. Но вот посмотрите, вот сейчас композиция кадра. Вот эта штучка, ну,
такой толщины, этот другой. Расстояние это к этому разное. Цвет, там компьютера, стены. Голова, где сидит, да, вот смотрите, там какая-то штука, тут зелень, там более легкая. Это все не одинаково. Вот из этого исходите. Если все расстояния, там, например, отсюда до верха и отсюда до низа, ну, разные расстояния. Вот это пятно синее, вот как оно, где оно? Оно же не посередине в кадре сидит. И тут было бы нормально, потому что вот эти штучки перебиваются. То есть все как бы играет. Есть такое движение в кадре, когда нет никакой симметрии. Асимметрия во всем. Вот, на мой взгляд, принцип гармонии. Это касается и расстояний, и пятен, занимаемых в кадре, да, занимаемых места в кадре, и цвета, какая его, вот там плотная, ничего больше нету плотного, за исключением вот этих двух штук. Но они уже там другого цвета, а плотность одинакова. Этого принципа, понимания принципа достаточно, чтобы творить композицию. Просто помните об этом. Каждый мазок – это композиция, каждое касание кисти – композиция. И выстраивать вот эту неодинаковость во всем. В расстояниях, в массах, ну, в площадях занимаемых, да, в кадре. Этого достаточно, на мой взгляд. Что скажете, друзья? Поддержите меня или опровергните, напишите. User GG, можно о гуашь чуть побеседовать. Скажите, чем отличается гуашь, мастер-класс, от другой? Стоит ли пробовать? А я даже другой не знаю гуашь. Мастер-классом я пишу гуаши профессиональной. Главное, чтобы она была профессиональная линейка. Не для студентов, а так получше. Там уже все серьезно. Она и не выцветает, и не выбеляется так. Но я предпочитаю темперу. И покупайте, если есть возможность, темперу. Там больше клея, и она не смешивается. Вот новый слой вы кладете на гуашь, он смешивается с предыдущим. Получается уже, кстати, это тоже можно использовать, да? Но может возникнуть такая грязька. А в темпере нет. Клея же больше. Положил кусок. Ну да, она мокрая пока держится. Потом следующий уже не смешивается. И вот так вот идет работа более уверенно, более профессионально. Ну, мне так нравится больше. Если у вас нету мастер-класса, есть какая-то другая, все, нужно пробовать и напишите тогда, расскажите, как она вам другая. Я не знаю. Мы закончили сегодня работать на площади в этой деревне Турет, и пошел дождь. Гроза, дождь нас накрыло. Ну, мы, в общем, успели сегодня поработать даже с лихвой. И сейчас еще дождь на улице капает. Завтра тоже до полудня. До полудня он будет вроде бы идти, и мы начнем работать, судя по всему, позже, с обеда. Ну так вот, дождь лил, как из ведра. Мы с Леной сидели под козырьком, под маркизой в кафе и смотрели на красоту площади, деревьев, как капает дождь. Какие удивительные мы видим состояние в природе. И как это красиво. Отражение деревьев на мостовой, дома, зонтиков. Это совершенно волшебно. Фонарики горят. Это поразительный мотив. И, конечно, его нужно написать именно во время дождя. Но, даст Бог, мы это еще сделаем. Виталий Котенджи написал: «Не бойтесь совершенства, вам его никогда не достичь». Так писал в своем дневнике гения шутник Дали. Так вот, я смотрел на эту мостовую, на дождь, и я понимал, насколько все вокруг совершенно. Настолько гармонично, тонкие отношения, удивительные. И написать это возможно только не переписывая это в лоб. Сегодня как раз на классе мы об этом говорили, что наша задача писать не то, что мы видим, а сочинять на эту тему музыку. И мы сегодня сочиняли. И девушки прекрасно справились с заданием. Живой класс – это всегда взрыв не только эмоций, но и понимания, как нужно писать. Поэтому призываю вас, приезжайте на живые классы тех художников, кого вы любите, ну, живопись, кого вы любите. Если я в их числе, прошу обратить внимание, зайдите на сайт
И посмотрите, что следующий класс будет в Армении осенью с 1 октября по 8. И потом сразу в Италии мы будем на озере Гарда. Записывайтесь, пока не поздно. Не забудьте, друзья, пожалуйста, про лайки. Комментируйте то, что у нас здесь происходит. И подписывайтесь, конечно, на канал. Вам будут приходить уведомления, и вы не пропустите новые видео.